На кого и как воздействует никотин? Так ли он опасен? И что такого в нем страшного? Сегодня мы расскажем вам о том, что никотин вызывает зависимость подобно тяжелым наркотикам. Будет интересно. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Курение вызывает привыкание подобно наркотикам. Давайте для начала, для полной картины рассмотрим само понятие никотин. Никотин является естественным инсектицидом. Растения, такие как табак, отпугивают с помощью него вредителей и делают это очень эффективно. Никотин мешает действию нейротрансмиттеров у насекомых и убивает их. На нервную систему человека он оказывает похожее действие. Это вещество является смертельным ядом для насекомых, но людям он приносит удовольствие, если принимается в небольших дозах, например, в сигаретах. Хотя даже эти небольшие дозы вызывают чрезвычайно сильную зависимость. Результаты научных исследований показывают, что мы не оценили силу никотина. Никотин влияет на нервную систему, вызывая приятные ощущения. В экспериментах, проведенных доктором Джеком Хеннингфилдом из Университета Джона Хопкинса, никотин вводился внутривенно в возрастающих дозах, он вызывал эйфорию, сравнимую с эффектом приема тяжелых наркотиков, такими как кокаина, амфетамина или морфина. Мы уже делали обзор про 5 веществ, вызывающих самую сильную зависимость. Посмотрите обязательно. Отдельно стоит отметить, что курение вызывает зависимость мгновенно. Курильщики не испытывают сильных переживаний по поводу зависимости, поскольку считают, что употребляют небольшое количество никотина. Но их тоже достаточно для начала неприятностей. По своей сути и химическим составам все вещества, вызывающие зависимости, героин, кокаин, алкоголь, амфетамин или никотин, имеют много общего. И хотя они оказывают различное влияние на нервную систему, конечный эффект их использования схож, они вызывают зависимость. А от зависимости, как мы все хорошо знаем, очень трудно избавиться. К примеру, профессор Шарон Холл из психиатрического отделения Калифорнийского университета говорит, что остановить героиновую зависимость легче, чем бросить курить. Большинство вызывающих привыкание веществ вызывают либо толерантность, то есть необходимо постоянно увеличивать дозы для достижения того же эффекта, либо синдром отмены, а это уже абстиненция. Никотин же способен на то и другое. Повышение толерантности означает, что употребление нескольких сигарет в неделю могут превратиться в пачку в день. Подобные явления наблюдаются врачами в случае алкоголя, седативных средств, стимуляторов и тяжелых лекарств. Люди, которые пытаются бросить курить, раздражены, беспокойны, испытывают проблемы с концентрацией внимания, проблемы с пищеварительной системой, головные боли, озноб, жалуются на сонливость, замедление сердечного ритма. Никотин, однако, отличается от остальных наркотических веществ тем, что он работает мгновенно. Именно мгновенно. Доза, содержащаяся в сигарете, достигает мозга уже через 8 секунд. Уровень наркотического вещества, в свою очередь, и падает так же быстро. Он удаляется из крови печенью и почками, а затем выводится из организма вместе с мочой. Также очень важно знать и помнить, что безопасного курения не существует. Исследования, проведенные с подростками в США и Новой Зеландии, показали, что даже первых нескольких сигарет достаточно, чтобы была зависимость. 14-летний подросток, курящий всего 2 месяца, не более нескольких сигарет в неделю, может иметь симптомы отмены столь же сильные, как и у курильщика с многолетним опытом. Это является неоспоримым доказательством того, что невозможно установить границу для безопасного курения. Мозг подростка реагирует на первую дозу никотина, и изменения в его функционировании длятся очень долгое время. В мозгу человека, курящего сигареты, есть изменения, которые приспосабливают его к определенному уровню никотина. И эти изменения означают, что курильщик без никотина не может нормально функционировать. Таким образом, мы можем с вами видеть, что никотин является наркотиком, причем достаточно опасным, с максимально быстрым уровнем привыкания. И это еще и при том, что от него практически невозможно отказаться. Берегите себя и избегайте этих ловушек. Спасибо большое за то, что досмотрели этот выпуск до конца. Благодаря тебе наш канал и развивается. Заходи почаще, смотри новые обзоры, оставляй комментарии и делись этой полезной информацией с друзьями и близкими. Ну а мы на этом не прощаемся. До скорых встреч!